Вітаю вас у своєму саду. Я Світлана, мій сад знаходиться під Києвом, Україна. І я розповідаю про свої рослини, квіти, про сорта красивых растений. А сегодня я хочу вам рассказать, так как всех нас застала такая непогода, 7 апреля сегодня, как я спасаю свои растения от заморозков. Ничего страшного, все поправимо, мы справимся. Расскажу, как это делаю я. У нас снег то пролетает, то сразу тает. Сильнейшие ветры, -3, -5 ночью. Покажу вам, что я делаю. Мульчирую, не мульчирую. Мульчирование не поможет. Чем закрываю, как спасаю. И какие растения больше всего страдают от заморозков. Посмотрим в моем саду. Вот опять начался снег. А у нас цветет как раз абрикоса. Снежинки такие не очень большие пролетают. Снежного покрова плотного у нас нету. Хотя смотрела по интернету, по-всякому. Может быть, у вас снег сейчас? Не расстраивайтесь. Идемте смотрите, я буду рассказывать. Снег, абрикоса цветет. Первое, что я хотела вам сказать, это то, какие растения именно в зоне риска вот таких поздних весенних заморозков. Хотя в прошлом году у нас 15 мая были заморозки, но правда там было -1 и всего пару дней. Так, отвлекусь вначале. Спрашивают, что это такое у вас за столбики. Это основание под пол террасы. Тут будет зимняя терраса большая и мой зимний сад. У меня очень много комнатных растений, красивых, больших. Я жду не дождусь, когда тут мы сделаем уже. Как вы понимаете, в связи с чем сейчас работы двигаются очень медленно. Надеюсь, все изменится очень скоро. Так вот, какие растения попадают в зону риска? Конечно же, вновь посаженные растения. Если вы посадили совсем какие-то молоденькие 3-4 дня назад. Хвойным ничего не будет, а лиственным, если вот сейчас видела, магнолии продают с цветом. Их вообще лучше не высаживать. Надо было передержать в прохладном помещении или в теплице. Снег опять пролетает. Какие еще растения попадают в зону риска? Это не тюльпаны. Тюльпанам все нормально. У них даже если лист замерзнет, верхушки листиков только будут. Это желтые красивые тюльпаны мои. Они оттают. Нарциссам тоже ничего не будет. Хотя одни, которые у меня прямо вот-вот распустятся, я накрыла ведром. Так, снежит у нас. Снег вот так и пролетает. Не сильно большими хлопьями. Хорошо это или плохо, посмотрим, как покажет результат таких экстремальных заморозков. Розы. Розы, смотрите, у меня не укрыты. И я их открыла и оставила. Вот эта посадка вообще молоденькая, осенняя. А это моя Мишель Дрюкер, тоже не укрыта. Если даже побеги роз и примерзнут, ничего страшного. Сами веточки, сами розы могут выдерживать холод до -5, -7, даже -10, не укрытый. Не переживайте, если какие-то побеги засохнут, отсохнут, вырастут новые. Новые пойдут в рост. И базальные мы прольем их, чем положено, расскажу вам. И из тех пазух, из тех почек
вот таких пойдут новые побеги. За розы не переживайте. Ну, соответственно, если у вас не минус 20, и если у меня зона 5Б, в такой зоне никаких проблем с розами не будет. Следующий вопрос – пионы. Вот мои пионы, смотрите. Часть я укрыла хвойным опадом. Сейчас вам покажу. Вот, например, хвойный опад. Если мы тут откроем, у нас тут пиончики. Вот такие у них побеги. Побольше надо кучку. Можно было агроволокном. Сейчас я расскажу, кто там у меня присыпан. Вот еще хвойным опадом, еще один пион. Если побеги не сильно большие. Вот такие почки. Видите? Просто хвойного опада. А как я вам снимала видео в прошлом, по-моему, в феврале, зимой. Почки пионов красные такие, бордовые были, и все нормально. Пионы вообще растения холодного старта, те, которые в рост не пошли, они прекрасно вот под таким небольшим укрытием перезимуют. Такую весну нашу апрельскую, да, выдержат холода. А вот, допустим, пионы, которые у меня пошли в рост. Тут сантиметров 15, наверное. Сейчас посмотрим. Я их накрыла вот такими горшками. И вот так они себя чувствуют. Тут уже 20 сантиметров выросли. Под таким укрытием, пыль такая насыпалась, они переживут такие, но я надеюсь, не сильно длительные. Придавила камнями, и вы придавливаете, чтобы не улетели горшки от ветра. Еще у меня большие, ну вот Паула Фей, можно закрывать прозрачными горшками, чтобы им все-таки вот такая Паула Фей, там уже бутон есть. Надеюсь, будем любоваться цветением. Так, что у нас еще? Эти розы у меня тоже не укрыты. Ирисы отлично себя чувствуют. Значит, какие еще растения? Крупнолистные, конечно же, гортензии. Вот у меня маленькие мои гортензии. Я их маленькими горшками укрыла. Обрезала. Уже они у меня укрыты. Были в зиму спанбондом укрыты. Вот так себя чувствуют под горшками крупнолистные гортензии. Можно тоже прозрачными, можно агроволокном. Вот как раз большая гортензия «Бесконечное лето». Она у меня укрыта двойным спанбондом и опять же кирпичами привалена. Хвойные обязательно посвязывайте. Те, которые... Так, Вадим Петрович у нас там начал резать или что делать там. Стройка продолжается, маленькая наша. Хвойные посвязывайте. Сейчас расскажу. Значит, про гортензии рассказала. Сейчас покажу метельчатые, в каком состоянии сейчас и что с ними надо или не надо делать. Я тут параллельно занимаюсь и мульчированием корой растений. Вот пихта испанская моя. Шишки, что ли, такие большие у нее будут. Много как-то. Смотрите, метельчатые гортензии сейчас. Это фрамбоизини ренсам, самарская лидия. Почки уже вот-вот зеленые, ничего с ними не будет. В рост они еще не тронулись. Но если у вас теплее и уже листики первые появились, тогда, как обычно, надо или агроволокном, или большим горшком. Сейчас расскажу. Значит, розы на кругу тоже у меня не укрыты, ничего. Сейчас я вам расскажу, чем же я укрываю и что делаю. Надеюсь, мои нарциссы вот эти переживут эти заморозки.
Так вот, какие же можно использовать способы именно укрытия. Вот тут у меня клематис, тоже агроволокном. Сложила камнем, привалила. Забыла еще вам сказать, наша новая арка для роз укрыла древовидные свои пионы. Почему? Они-то зимостойкие. Вот у меня 3 небольших и там еще 1 белый. Древовидные пионы, конечно, зимостойкие растения, но у меня там уже размером с перепелиное яйцо, наверное, бутоны цветов. В середине мая древовидные пионы уже будут цвести. Они цветут раньше, чем обычные. Поэтому древовидные пионы обязательно укрывайте, чем-то обмотать. Хвойные наши еще в рост не пошли. С ними мы ничего не делаем. После заморозков, сейчас тоже расскажу, что мы будем делать со всеми растениями в саду. Вот тут у меня тюльпаны, тоже замульчированные. Кстати, мульча, если мы мульчируем, чем я сейчас и занимаюсь там возле дома, она от заморозков не помогает. Она укрывает только подземную часть растения, корневую. Более-менее там сохраняет тепло, а от заморозков она не поможет. Сейчас покажу вам я свою магнолию, как снежную бабу, как чупа-чупс замотала. Надеюсь, цветение мы ее обязательно увидим. Почему только суланжа? Во-первых, магнолии суланжа раньше зацветают, чем остальные сорта. А во-вторых, у нее уже лопнули бутоны. И цветочки не раскрылись, но уже начали раскрываться. В Киеве мы были, там уже цветут большие магнолии, большие деревья. И в городах теплее. Во-первых, большие деревья уже не укроешь. Наверное, цветы после заморозков почернеют и опадут. А у нас тут такая местность сельская, поле вокруг, холодно. Всегда, когда мы к нам приезжаем, на 2, 3, 4 градуса холоднее показывает в машине температуру. Поэтому моя магнолия не расцвела суланжа. Я ее укрыла, обмотала, так обвязала. Ствол, конечно, внизу не трогала. Посмотрим, к чему приведут. Крокусы мои бедные, наверное, уже и не воспрянут. А тут прикрыла немножко, но у меня плохо получилось. Поломала, наверное, маленькие тюльпаны уже на бутонах. Это те, которые я сажала. Вот бутончики видны у тюльпанов. Наверное, померзнут. А тут вот у нас и снег, крупа даже, видите, снежная. Может быть, мне их срезать. Наверное, вот эти срежу, маленькие. Так, чем же можно укрывать? Спанбондом, горшками, какими-то ящиками, кашпо. Я вон там пионы свои, Command Performance, это ранний сорт. И они тоже, вот они у меня укрыты просто плетеными кашпо. Сверху обязательно камень. Всеми подручными материалами. Можно агроволокном, сверху ящиками, а потом обязательно какой-то утяжелитель. Чем укрывать нельзя? Вот у меня кучки тоже пионы. Мои пионы. Вот так я их замульчировала. Зимой так не мульчировала. Потому что тут такие они подросшие уже пиончики. Чем нельзя? Ни в коем случае нельзя укрывать пленкой, в которой нет отверстий. То есть не попадает туда вентиляция никакая, ничего не происходит. Собирается конденсат и выпрять. Вот как розы могут выпрять, так могут выпрять под таким укрытием наши растения, которые мы спасаем, как ни странно, от холода. Вот у меня связан пельц блю, тоже
Такой он в холод приобретает, видите, сизый оттенок. Хвоя у него. Так, рододендрон тот я вам покажу позже, как он восстанавливается после зимних заморозков. Ну вот у нас опять снег пролетает. Следующую тему, которую хотела осветить. Что же нам делать? Вот дней через 5 потеплеет. Что нам делать с нашими растениями, как их восстанавливать? Так, у нас ветер со снегом усиливается. Хотела сказать, что же нам делать после того, как пройдут заморозки. Во-первых, ни в коем случае не расстраивайтесь, не паникуйте. Это, конечно, испытание для садоводов, такая вот погода в апреле. Но растения, они живучие. Растения, чтобы прямо на корню загубить, это еще сильно надо постараться. Вот вы за розы спрашивали, плохо вышли из зимы. Не спешите. Первое, что делайте, не спешите обрезать. Подождите. Черные побеги, конечно, не восстановятся. Их придется обрезать, но не сразу. Посмотрите, 3, 4, 6 дней, как растение вообще себя чувствует. Мы ему немножко поможем. Значит, первое, что вы поняли, пока ничего не обрезаем, ни у каких растений. Помогаем чем? Эпин, циркон, HB101. Это антистрессанты, стимулянты, там аминокислоты, всякие полезные вещества, которые помогут нашим растениям все-таки восстановиться. Вот, вопрос был, прямо прилетел минут за 10 до съемки. Хотела побрызгать свои хвойные, хелат железа плюс циркон. Подождите, сейчас точно не надо брызгать растения, хелат железа и циркон. Подождите, пока вот такая погода снежная у нас пройдет. И растения начнут расти. Сейчас они, знаете, так замерли, собрались силами и ждут тепла. Всеми стимуляторами, всеми антистрессантами будем поливать на 2-3 день. Не в первый даже. Вот у нас с воскресенья, с понедельника уже будет днем до плюс 20. Первый день подождем. Если сухо, прольем и только потом начнем их реанимировать. Вот всеми этими методами, о которых я вам рассказала. Что я вам хотела сказать в заключении? Не переживайте. Это не такая катастрофа, из-за которой можно лить слезы. Бывают ситуации в жизни, как показывает практика, намного хуже. Наши растения – это наша опора, подмога для сада, для украшения нашей с вами жизни, действительности. И они нас не подведут, я вас уверяю. Вместе мы восстановим их. Я говорить даже не могу, снег в рот летит мне. Вместе мы их восстановим, все переживем, все будет отлично. Даже если у некоторых пионов или у каких-то у гортензий, или слетит укрытие, или вы выйдете, почернело, прямо заморозилось, ничего страшного. Корни остались, все отрастет и зацветет на следующий год. Нарастет больше, мы их будем удобрять активно все лето, зацветут другие цветы и растения. Ну что, на этом я хочу с вами попрощаться, потому что прямо очень холодно. Если видео было вам полезно, поставьте лайк. Можете поделиться видео со своими друзьями и знакомыми. Мне было бы приятно, если мой сад будут смотреть большее количество людей. Я буду показывать красивые сорта роз, растений, хвойные. Скоро будут очень красивые. Все будет хорошо, не переживайте. Заморозки – это не беда. До встречи, задавайте вопросы.